Львы, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю второй расклад на май 2023 года. Последний весенний месяц, посмотрим, чем он вас удивит, чем он вас порадует, какие перемены привнесет в вашу жизнь. То есть, так, знаете, как интрига, к чему готовиться, на что рассчитывать. Приступим. Но верю в то, что месяц для вас будет ярким, насыщенным и крайне плодотворным. Так, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Сейчас поднесу. Приступим. Общая энергия месяца. У нас здесь ложится рыцарь мечей. Карта, которая призывает к активности, к быстрым действиям, резким действиям. Знаете, как не сидеть на месте, не почивать на лаврах. Активно действовать. Поездки, переезды, командировки, просто плановые перемещения, путешествия. У кого-то смена места жительства. Но и помимо всего прочего, действительно просто взаимодействие с представителем воздушной стихии, весы, близнецы или водолей. Вообще это как бы карта с мужской энергией, да, но здесь изображена у нас девушка, женщина. То есть речь может идти о взаимодействии как с мужчиной, так и с женщиной. Но в целом это, знаете, как правду матку в глаза. Это карта, не могу сказать, что дипломатов, потому что в первую очередь это аналитики, это люди рационального порядка, рационального склада характера и ума. Тут жестко, прямолинейно доносить свои мысли, идеи, свои посылы. То есть вы не останетесь непонятым, незамеченным и неуслышанным. Это факт. Посмотрим, конечно же, в какой из ниш эта карта для вас будет наиболее созвучна. Восьмерка мечей. То есть выйти наконец-то из ограничений. Устранить ситуацию, когда вам кто-то обрезал или подрезал ваши крылья. Вас обесценивал, ваши действия, задатки, ваши способности, ваши поступки. То есть вот, наконец-то выходить из этой ситуации. Опять же, если у кого-то были прецеденты и проблемы с административной или уголовной ответственностью, то карты говорят здесь о том, что вам понадобится чья-то помощь, потому что сами вы не в состоянии будете справиться с этой ситуацией. То есть тут поддержка со стороны вашего окружения в закрытии этих вопросов. И если смотреть работу, четверка мечей. Карта отдыха, карта отпуска, карта восстановления. То есть я не могу сказать, что прям все уйдут с головой в отпуск. У кого-то отпуск, у кого-то, конечно, не дай бог, может быть больничный лист. Мы это потом проанализируем по состоянию здоровья. А для кого-то пауза. Сейчас объясню. То есть вы можете уволиться, перейти на другую работу. Могут быть изменения условий труда. Или если у вас сезонная работа, то как бы приостановка действий. Будем смотреть, так ли это. Для тех, кто у нас свободен. По королеве жезлов это все-таки, знаете, как искать свой путь, искать свой свет. Тут нет трудоустройства, тут попытки разобраться в том, что вас влечет, что для вас значимо, в чем раскрыть свой потенциал. Потому что именно вы здесь собственной персоной. Как устроить свою жизнь таковым образом, чтобы вам было в радость и в сладость. То есть действительно от жизни получали удовольствие. То есть искать себя. И если вы у нас на текущем этапе соискатель, то иерофант указывает вместе с четверкой мечей на прохождение обучения, курсов, мастер-классов, повышение квалификации или получение тех навыков, которые вам помогут обрести работу мечты. Если на текущем этапе вы наемный сотрудник, то здесь ожидание результатов. То есть, повторюсь, действительно может быть отпуск или больничный лист, ну или, как показывают еще эти карты, давайте приведу вам пример. Допустим, вы работали там ательером в гостинице, гостиница на реконструкции. У вас идут выплаты от предприятия какие-то минимальные, но вы не работаете на текущем этапе. Это чтобы вам было понятно, о чем может идти речь. Или по ряду причин предприятие может пока приостановить свою деятельность, но вы получаете какой-то компенсационный пакет. Если же у вас свой собственный бизнес, четверка мечей и королева мечей. Это как бы приносить аналитика, то есть человека, который промониторит
объем вашей работы, текущую ситуацию, конъюнктуры рынка и подскажет вам ваши огрехи, ваши косяки, что вы делаете не так. Опять же, здесь у кого-то может быть приостановка работы, будьте здесь бдительны и внимательны из-за каких-то штрафных санкций. То есть если вы там где-то накосячили с налоговой или, допустим, санэпидемстанцией. В зависимости от того, в какой нише вы работаете. Поэтому здесь, пожалуйста, очень осторожно и аккуратно. Если знаете, что есть какие-то проблемы, уже занимайтесь именно на текущем этапе. Смотрим ситуацию с точки зрения финансов. Что здесь? Но вот здесь, по тузу Пентаклей-то, несмотря ни на что, все прекрасно, все хорошо. Туз Пентаклей — это всегда деньги. Это новые возможности, это новый источник заработка, это рост, это деньги, которые сами идут в руки. Поэтому это прекрасно. Вы скажете, а как же так может быть, если карты таковые, а финансовая составляющая совсем иная? Вы должны понимать одну единственную разницу, тот факт, что финансы не всегда напрямую связаны с работой, с вашим прямым заработком. Финансы у нас это могут быть и наследство, и выигрыши, там вам вернули долг, или просто вас кто-то там содержит, вам финансово помогает, не знаю, там донатит вам, допустим, за какую-то вашу работу, вы там творчеством занимаетесь. То есть ресурсы не всегда напрямую зависят от ваших трудовых будней. Опять же, повторюсь, предприятие может не работать, но тем не менее какие-то выплаты вы здесь можете получать. Поэтому финансовая составляющая здесь стабильна. Вопросы здоровья. По тузу чаш. Прекрасно самочувствие, ментальное, эмоциональное, физическое. Поэтому все, что здесь может проходить, вот если смотреть на карты работы, это просто отдых, отпуск, санаторно-курортное лечение, ваше восстановление, но не более того. В остальном месяц вас здесь радует, и он вас наполняет. Если смотреть личную жизнь, у вас здесь аркан баланса, аркан умеренности. Карта, которая говорит о том, что все стабильно, все хорошо, все без изменений, и вас это, по сути, устраивает. Все равно анализируем ситуацию для тех, кто у нас свободен. По восьмерке Пентаклей вы будете всецело погружены в творчество, в работу, какие-то задачи, которые перед вами стоят, допустим, в процесс обучения. Поэтому здесь действительно не до построения личной жизни, не до знакомств. Не потому, что вы этого не хотите, но вот знаете как, не время, не пришел момент, не пришла ситуация. Поэтому будете всецело погружены в другие вопросы. Если вы в любовных треугольниках, умеренность и пятерка Пентаклей – это понимание и осознание, что вы разные люди, разный жизненный путь, разные ценности, разные взгляды на жизнь. Но, допустим, сложно понять этот факт. В отношениях может быть пауза, то есть еще не окончательный разрыв, но, знаете, такая некая дистанция и холод. И вы можете для себя понимать и принимать, что, допустим, одному или одной вам комфортнее, нежели с этим партнером. Если же вы в стабильных связях, умеренность и король Пентаклей. Опять же, все без изменений. Вы там при партнерше или при партнере, потому что король Пентаклей — это всегда целостность, это структура. Здесь без изменений. Акцент на укрепление связи, на вопросы обогащения, на улучшение материального комфорта вашей пары, вашей семьи. То есть здесь нацеленность именно на результат. Но, повторюсь, перемен никаких нет. Стабильность — это тоже прекрасно. И совет у вас на месяц по пятерке чаш. Отпустить ситуацию, отпустить те моменты, которые вас угнетают, не циклиться на негативе, с позитивом смотреть в будущее, акцентироваться на тех перспективах, которые есть. А вы циклитесь только на том, что от вас уплывает, а не то, что у вас есть в руках. Вот это основная проблема. Вы не замечаете тех возможностей, которые, по сути, вам сами идут в руки. Если смотреть в целом, давайте посмотрим. У вас в качестве основных карт старший аркан падает только на личную жизнь. То есть здесь как бы все стабильно, все комфортно. И шикарные карты у вас здесь падают на финансы и на здоровье. То есть месяц будет ровным, спокойным, комфортным, умиротворенным. Это уже прекрасно. То есть каких-то мега глобальных перемен или задач здесь не предвидится. Смотрим, что у вас в плане неожиданности. Ой, какая у вас выпала замечательная карта. А вам достается оракул рядом или дистанция, или близко, или далеко. Вот так еще можно расшифровать.
Карта, которая говорит о том, что у некоторых из вас может в отношениях, как личных, но в первую очередь личных, так и дружеских, деловых, возникать, знаете, такая замолченная ситуация, то есть какое-то непонимание, когда нет причин или поводов для конфликта, не было, так сказать, каких-то разборок, выяснения взаимоотношений, но вы почувствовали холод, почувствовали дистанцирование, что человек по какой-то причине, видите, как, ну не то чтобы от вас отворачивается, уходит, а держит дистанцию, то есть может быть какая-то внутренняя обида или непонимание, но это не проговаривается вслух, и вы не можете понять, в чем первооснова, первопричина ситуации. Опять же, с кем-то, допустим, вы расстались. Это как вопрос тоски, вопрос ностальгии, потому что хочется чисто по-человечески, допустим, позвонить, узнать, там, как у человека дела, что происходит в его жизни, какие перемены, там, тоскует ли по вам человек. Вот это еще, знаете, сродни аркану, как вот говорят, холодно-жарко, да, вот эта карта баланса. Карта призывает вас к тому, что если у вас с кем-то в отношениях дистанция, то есть в текущих связях, повторюсь, личных, дружеских, деловых, не замалчивайте ситуацию, поднимайте эти вопросы, потому что если вы будете замалчивать, вы тем самым упускаете момент и усугубляете ситуацию, чтобы прояснить эти проблемные моменты и сблизиться, то есть решить этот внутренний конфликт. Поэтому вот такой призыв, вот такое для вас послание и рекомендация от карт. Я закрываю все негативные аспекты для вас позитивными. Пусть в вашей жизни будет счастье, радость, полнота ощущений, чтобы вы действительно были реализованы, самодостаточны, любили и были любимыми. То есть пусть все складывается именно так, как вы того хотите, как вы к тому стремитесь. Вот таким выходит расклад на май месяц. Надеюсь, что он вас все-таки порадовал. По прошествии периода дайте, пожалуйста, обратную связь, как для вас отыгрывается эта информация, резонирует ли она с вами, ну и, в принципе, какие перемены происходят в вашей жизни. Я вас благодарю за просмотр, с вами не прощаюсь, до новых видео.